И когда мы дышим, тогда мы берем воздух, который попадает в сердце. At the same time, some waste products or some unwanted things are taken out with the breath. И в то же самое время плохие вещи из сердца тоже вынимаются в то же самое время, когда мы дышим. So this is a system. Это такая система. Heart. There is a system of pumping blood to the whole body. Эта система, как сердце получает кровь для всего тела. Again, this exchange of good and bad things happening. И вот так все время меняются хорошие и плохие вещи в нашем организме. We are eating. Мы кушаем. So again, needed part. After digestion, the needed part is absorbed. Most of the unwanted particles after the end product of digestion that is excreted out. И то же самое, когда мы кушаем. То, что нам нужно для тела, это мы получаем через питательную систему, а то, что нам уже лишнее, ненужное для тела, это мы как раз выпускаем обратно. You know, we drink water. This is also filtered in the body. Мы пьем воду, и в таком же процессе мы фильтрируем воду. This is going out as urine, sweat. И это выходит из нашего тела как урин или моча, да, и когда мы потеем. So, all these things are happening. We are thinking. We are using the logic to select things, and we are doing a lot of things. We are solving some problems. We are enjoying. We are sometimes under stress, whatever. И то же самое случается, когда мы думаем или мыслим. Мы используем логику, нашу голову, и мы отбираем информацию, которая нам нужна и которая нам не нужна. Иногда мы радуемся, испытаем счастье, а иногда мы бываем несчастными и грустными. The body is tired after these things. Then we will sleep. И после вот всех этих процессов наше тело устает, и потому ему нужно спать. So then everything will again relax. И тогда опять все отдыхает, и наше тело и организм не отдыхают. Body have this Расслабляются. all these systems, and they have a special rhythm. И для нашего тела все имеет конкретный ритм. It is happening with balance. И все это имеет свой специфический баланс. Any one of this balance is missing, is wrong. Если что-то происходит и теряется баланс, then it creates a problem. тогда мы это понимаем как проблему. If you have some difficulty in the breathing system, Если у нас проблемы с дыханием, there is a problem. If you have a problem with the sleep, then your body cannot relax. So it is a problem which can generate another problem. И, например, когда мы тоже не можем заснуть, это для тела проблема, потому что он не может отдохнуть. И получается вот множество таких проблем становится все больше и больше. We are eating food. If our body cannot digest this food, then it is a problem. Если мы кушаем, и наш организм не может переработать эту пищу, тогда тоже появляется проблема. If the body cannot excrete or pass the stool well, this is a problem. Если организм не сможет отбавиться от ненужного, да, избавиться от ненужного, это тоже будет проблема. Then, if there is a problem with the urine, then again it can create new disorders in the body. Если мы не можем мочиться в туалет, тогда это тоже опять создает новые проблемы. So, in general, basic idea is, if there is a balance of all the processes in the body, then it is, we can call it a healthy situation. Если все у нас в организме в балансе, тогда мы можем говорить, что у нас здоровая ситуация. When there is some change in the balance,
imbalance, then it creates problems Yes, like yes. diseases, disorders. Some Если этот баланс нарушается, тогда мы это узнаем как болезнь, как дисбаланс в организме. So if you have a problem with the digestive system, so you should understand that there is some problem which is making this imbalance. Not just taking a tablet and trying to cure the symptoms. We should try to understand what is happening with the body, which food we are eating, and how this problem is created. Например, если мы принимаем пищу, и у нас появляется проблема с пищеварением, это неправильно просто взять таблетку и выпить, чтобы избавиться от этой проблемы. Да? Мы должны понять, от чего эта проблема пришла, что мы кушали, какую пищу, от какой пищи, и должны понимать, как от нее потом, как ее баланс поставить. Да? And we should see how we can correct it. Mostly there can be some problems with the input. Whatever we give to the body, according to this, body will change. И тогда мы должны найти правильный подход. Чаще всего это связано с тем, что мы и как воспринимаем, что мы кушаем. Да? Большинство болезней связано с тем, что мы ложим в свой организм, в свое тело, как мы кушаем. Natalia was asking, are you talking about the product or are you not thinking correctly? Нет, это все. All. Это не только... It comes food, drinks, this weather, thinking, what you are reading, which music you are listening to, and with whom you are talking. Everything matters. Все имеет значение, не только то, что мы кушаем, то, что мы пьем, какую музыку слушаем, с кем мы разговариваем, где мы живем, где находимся, ведь абсолютно все имеет значение. There are few rules of eating. One of the rule is Ishta Deshe Ashniya. That is, you should sit in a pleasant place with all those comfortable things. Есть несколько законов. Есть несколько законов, да, что надо иметь в виду. Во-первых, когда мы говорим о питании, мы должны находиться в приятном месте. И чтобы в приятном месте, где нам нравится. Да, приятное место, где все находит то, что нам нравится. And when we analyze this point, we can see you should sit in a comfortable place to eat, otherwise it will create some problem. Suppose there are a lot of garbages and which is smelling very nasty, and you are provided with a very nice food. This food is going to be not going to be good for you because you will not accept it. Например, если вот мы вспомним, как ехали вчера с лодкой, да, там, где были такие хутора, да, и там был такой запах плохой. Это нехорошее место для того, чтобы принимать пищу, да. Значит, место должно быть чистым, там не должно находиться ничего мискость, то есть это мусора, да, и ничего такого, что плохо пахнет, потому что тогда эта пища, которую мы воспринимаем, мы не будем рады этой пище. Наш организм ее не будет воспринимать хорошо. We were just driving yesterday and I made a comparison, but yesterday when we were going by boat, there was a fisherman's place, and we also could feel the smell, and this wouldn't be a good place for us to eat. Because of smell, not because of people, because of smell. Yeah. So everything should be pleasant. So whatever you receive, it should be pleasant. Все нам должно нравиться, доставить удовольствие. Food is not only what you are eating. Пища это не только то, что мы кушаем. What you are seeing is also a food for the eye. То, что мы видим, это тоже пища для глаз. If you eat a lot,
you will have indigestion, Yes, problems yes. with the digestion. И если мы будем много кушать, у нас будут проблемы с пищеварением. If you eat less, you will have another problem. You will have a weakness. И если мы будем мало кушать, тогда у нас опять будут проблемы, потому что у нас будет слабость, не будет силы. Same, if you look directly to the sun, this is going to be over food for the eye. There happens indigestion. Если будет слишком много смотреть на солнце, это опять нехорошо, потому что это переедание для глаз солнца. If you are trying to read small letters in very dim light, this is like underfood, less food. Yes. Если вы будете читать книжку с маленькими буковками, где плохое освещение, это опять плохо, это получается как недокушание, да, то есть слишком мало как бы кушать, то же самое для глаз это, как бы то же самое. When you have a comfortable touch, this is like good food. Если вы получаете приятное прикосновение, это как хорошая пища для нас. You don't like a person, or another example. You don't like a person. Person have very soft hands, but you don't like this person. Even though he touch you, you don't like this touch. Not because of something in the hand. This is because of the your mind is not accepting it. Если даже, скажем, есть другой пример, если вы встречаетесь с человеком, который вам неприятен, он может иметь очень мягкую кожу, и его прикосновение даже будет мягкое, но все равно для вас это не будет приятно, потому что ваш ум не воспринимает его позитивно. Из-за этого, даже из-за мягкой кожи, и это не будет приятно, да, вот это для ума важно, чтобы человек понравился. So, mind is also very important when we treat the body, when we treat the, we have to treat the mind also. Это значит, что и ум очень важен, если мы говорим о процедурах и вообще о жизни, тогда ум очень важен, потому что ум нам дает или позитивное, или негативное импульс. This is why I told you to tell everyone, relax, everything is fine. Потому доктор сказал 2 дня назад, чтобы я сказала всей группе, постарайтесь как можно расслабиться и не возбуждаться, и не переживать ни за чего, потому что все будет хорошо. If you are under stress and you will, something happened, nothing is going to change with that emotion. If you are relaxed, then you will have a better solution. Если вы будете нервными, от этого ничего не изменится. Но если вы станете спокойными, тогда ситуация нормализируется. Okay. So, few things I want to tell you is the main important things to be healthy. First point is the Agni, is the digestive fire. Значит, несколько пунктов, которые важны, когда мы говорим о здоровье и о пище. Это огни, огонь. Да, это связано с переработкой пищи. Proper digestion of things should happen in the body. For this we need proper Agni, this digestive fire. For this most of you are given with Triphala to take at night to correct these things. Some 2 of you have a tablet. This is to increase the digestive fire. Очень важно, чтобы хорошо работала эта система, перерабатывала пищу, и из-за этого хорошо, чтобы был хороший баланс у агни. Если его слишком много, тогда его надо снизить. Из-за этого мы получаем трифалу, которая помогает нам снизить агни. И несколько только человек в нашей группе имеют таблетки, да, чтобы тоже почистить. Only 2 people. Only 2 people, but these tablets are for taking smaller agni or to make it proper. to make it proper. More. Таблеты, в таблетке они для того, чтобы он правильно работал, да? Пищеварение, чтобы правильно и огонь правильно работал. This is the first line of management in the treatment process. Это первая, такая как бы стартовая линия, да, чтобы привести в порядок все процессы. And then we are doing a lot of massages. Somebody have oil bath, somebody have some water bath. Следующая, такая
солос, это шаг, второй шаг, как бы получается, который мы получаем или масляные массажи, или мы получаем, вот некоторые из нас были водной, с водой, да, массаж, не массаж, а водяная какая-то ванна, да, была. So mainly this will increase the circulations in the body. Это для того, чтобы улучшить циркуляцию в теле. Some people have increase of vata and kapha. У некоторых повышенная вата и капха. For those people, for all of us, we are trying to do the treatments which will reduce vata. This is the first basic thing what we should control, because vata is the one which is moving in the body. Вата – это такая энергия, которая все время движется в нашем организме. Из-за этого ее все время надо контролировать. И у всех у нас она очень важна, из-за этого у всех у нас такие процедуры, которые снижают вату, потому что она движется. I think you know a little bit about the three doshas. Вы знаете все о трех... Нет, вы не знаете. Витя не знает. Not all of us. He doesn't know. Okay. So this vata is the thing. It is not a particular thing in the body. These doshas are. It's like the nature of or how our body tissues are behaving. This behavior is categorized into three. Доши, это, можно сказать, есть три доши у каждого человека, в каждом организме. Их можно поделить на... Это как бы поведение разных энергий. Сейчас он будет рассказывать. Да. Behavior. Ну да, это узведыба. So, да? На русском как это? Поведение. Правильно, да, поведение. Okay. Vata is the thing which is moving. Вата все время двигается, да, движется, движущая. If here is a touch, this touch, feeling of this message is traveling through the nerves. It reaches the brain, and it understands. Okay, there is a touch. This traveling is done with vata. Когда нам делают массаж, нам прикасается. И вот это прикосновение, оно движется по нашему телу и достигает головы, мозга. И мы воспринимаем, что с нами случилось. Это возможно только благодаря вате, потому что вата, она есть та, которая помогает этому ощущению, да, дойти до нашей головы. So, this is very much related with the nervous system. Nervous system. Это очень связано с нашей нервной системой. So, whenever there is a pain, there is association of vata. И когда у нас что-то болит, это тоже ассоциируется с ватой. Whenever there is dryness, если сухо, there is also involvement of vata. Это тоже связано с ватой. Сухость, да? And if the person is having restlessness, like always moving, so this is also activity of vata. Когда человек не может угомониться, у него все время что-то трясется все время что-то, это тоже связано с ватой. And if the person is restless, like not able to concentrate, is moving from one topic to another and not completing anything. So this is also influence of vata. Movement. Too much movement. Когда человек не может концентрироваться, он слишком изклайдается, что такое во все стороны, он что-то начинает одно, потом другое, не может сконцентрироваться и закончить ничего до конца. Да, это тоже связано с ватой, у него слишком много ее. This is why simply people are correlating with the air. It is not really air. И это один из причин, почему вату люди всегда сравнивают с воздухом. Но в действительности вата это не воздух. Но из-за вот этих всех движений, да, из-за движения ее очень часто ассоциируют с воздухом.
if I want to explain it very simple way, easy way, then I can say, okay, it is like air. But this is not reality. This is just a correlation. And you are basically from a Vata country. Мы приходим из страны, в которой доминирует вата, Because there is cold. потому что там холодно. When there is cold, Vata will increase. Когда холодно, тогда вата поднимается. You can understand this. When the winter is starting, this part will start cracking. Yes. Skin will be dry. If you don't wear proper clothes, skin can be cracking everywhere. Когда начинаются холода, то, что мы замечаем, что наша кожа становится сухой, на ногах, да, вот тоже как трещины появляются, да, на пятках. Или если мы одеваем неправильную одежду, тогда мы тоже замечаем, что или наши руки, или кожа, они могут с трещинами или очень сухая. In a cold, you have joint pains. It can increase. Not for the young age. Maybe when you are after 40 or something, this can happen. Когда холодно становится, мы тоже замечаем, что у нас начинают болеть коленки и суставы. Да? Это не обязательно всегда, это появляется в большинстве случаев после 40 лет. When Vata increases, flexibility reduces. Когда повышается вата, тогда наши как раз растяжки все уменьшаются. When a person is getting really old age, that time Vata is increasing very much. As age goes up, Vata goes up. Вата поднимается, можно сказать, с годами. Чем старше человек, тем больше у него появляется вата. So, when we are doing all the treatments regularly, every year or something, or at least in 2 years, we are repeating the massages and cleansing processes. So, Vata will be under control. Aging process will be less. Dryness of the body will be under control. We will stay young forever. Joints will be more flexible. Pain will reduce in the body. Когда есть, имею в виду, что у нас очень много ваты, если мы будем регулярно, скажем, каждый год делать такие процедуры, тело мазать маслом, тогда наше здоровье будет хорошим, у нас будет меньше болезней, меньше боли в суставах, меньше всех этих сухих кож. И я смеялась, тогда мы останемся всегда молодыми. Okay. So this is about Vata. Basic few things. Это как бы самое главное, если мы говорим о There are вате. many other points to tell about Есть очень Vata. много что рассказать о But this вате. is a basic idea for Но you. это самая главная идея, то, что касается ваты. So movements, every movement in the body, even the closing and opening of eye, breathing, it's a movement. Eating, so that is going down, that is a movement. This movement. Это все, что мы, когда мы дышим, вдыхаем, выдыхаем, или кушаем, или наша пища, когда выходит, или когда мы ходим, гуляем, да, это все вата, это все связано с движением. All the movements, there should be involvement of Vata. So Абсолютно все движения, они связаны с ватой. So Vata is not a bad thing. Vata is a very important thing we need, but we should take care that Vata is not becoming abnormal. Вата — это ничего плохого, в ней нету, она нужна для того, чтобы мы могли движется, жить, но мы должны ее контролировать. Когда мы ее контролируем, тогда она находится в балансе, в норме, тогда все в порядке. Okay, now I will tell you small idea about Pitta. Сейчас мы поговорим о питте. Pitta is little bit hot in nature. Питта связана с координацией. It is like it can digest things. Pitta. Питта, она может... It is like, it's let us say it is like an acid or fire or something. Это как... But it is not exactly acid or fire. Значит, пита нам помогает переработать, да, пищеварение помогает, потому что она еще ее ассоциирует с огнем. Но она не огонь, но ее просто ассоциирует с огнем пита, да?
Okay. So pitta helps in digestion. Mhm. Pitta helps in giving color to the skin. Pitta helps in seeing things because it is a light. Light is again something like a fire. Пита, она помогает пищеварению, она дает нам окраску, цвет кожи, да, окраску, цвет кожи. Она помогает нам увидеть что-то с нашими глазами, потому что пита, она свет, она как огонь, но пита это свет. It is very sharp. Очень яркая. Like if you take a little bit acid and study about the acid. What do you acid? Это скапс, кислый, да? Кислый. So now when we think about kapha, it is more stable, stability. Если мы говорим о капхе, это больше о стабильности. It's more about giving a solid form. Это помогает сделать такую солидную форму. It is very calm because it Очень is not so much спокойный, moving. потому что не так много движется. It is not very sharp. Это не It is очень very stable. яркое, очень такой стабильный. And И толстая. И Капха. толстая. М? И толстая. And the fat. Yeah, so you also have no, fat is something different. So this is also something which is making this Calories. bulkiness. This is one of the dhatu. Fat we can call it's medo dhatu. That is the liquid tissues in the body. This I will tell you after this. Он потом расскажет, но это, если ты толстый, это не сразу же капха, это связано с жиром и с процессами, которые происходят в твоей организме, связано с лимфами. So now this is the basic idea about three doshas. Now I will tell you the behavior of three kind of people. Сейчас мы поговорили о 3 дошах, а сейчас он расскажет о 3 разных людей, которые связаны вот с этими дошами. Vata kind of people, they are always changing. They don't have a particular decision. They are moving from one idea to another idea, jumping. Вата люди, они все время в движении, а у них никогда нет стабильности. Они движутся с одной идеи в другой, и все время они находятся в движении. They understand things fast. И они понимают вещи очень быстро, на лету хватает In a просто. class, they are sitting in a class, teacher is teaching something, they understand it then and there itself, but they will forget it fast. Когда, например, учитель в школе что-то преподает, тогда вот такой ученик, он очень быстро, как говорю, хватает на лету, воспринимает всю информацию, но он тоже очень быстро это забудет, да? And Vata people, they have mood swings or emotional imbalance can happen. They will be lean with the body. Вата люди, у них тоже эмоциональная, эмоции очень тоже прыгают, когда они радостные, когда они могут быть грустными, у них эмоциональная нестабильность, так можно сказать. This is да? about a И они typical будут Vata очень- person. Это вата человек, да, как типология, и вата человек будет узкий, не толстый, стройный, да, худой. But usually there will not be a person who is having only one dosha. Always it is mixed. So in something, in understanding, this person will be having fast understanding. In case of memory, person will have long memory. This is the quality of kapha. And the person can be very dominating. That is from pitta.
У человека никогда нет Mixed, только always. одного, у него всегда все эти энергии находятся вместе. Да? Например, человек может иметь очень хорошее восприятие информации, это у него будет от ваты. Он может запоминать эту информацию очень долго, это у него будет от кап. И он может быть лидером, что значит, что он имеет энергию питты. Всегда люди Suppose имеют the все. opposite combination also can happen. Ну, может быть, и наоборот, да, комбинация. The person can be very unstable, not dominating, Человек может быть очень нестабильным, not able to take a decision, не может принять никаких решений, very bad in understanding. плохо воспринимает информацию. That is very slow in understanding. That is from kapha, and very easily forgetting. That is from vata. This is the worst combination. И тогда он может очень быстро тоже забыть всю эту информацию, но очень это получается у него восприятие информации от питы, он ничего не воспринимает и ничего не может вспомнить. Это тоже у него тогда самая плохая комбинация получается. Плохо воспринимать и ничего не помнить. This is why when you do take a paper and then you take your things, make a score, and finally you conclude that vata kapha. Yeah. It need not be exactly your things. This is why we need to check it, we need to observe the person, talk to the person, and then finalize. Когда вы хотите узнать, кто вы есть, вата, пита или капха, много людей делают тест. И делают через какие-то тестовые пункты просто. И в конце концов думают, вот я там есть вата, пита или капха. Но этого недостаточно. Очень важно, чтобы был специалист, который еще дополнительно осматривает разные причины, и только тогда можно сказать, какая-то отсутствие человека. Okay, when we see about the digestive system, vata people will have sometimes good digestion, sometimes bad digestion, irregular. Если мы говорим о пищеварении, тогда у людей ваты может быть очень хорошее или очень плохое пищеварение. Это в зависимости. If there is more with pitta, then the person will have very strong digestion, sometimes acidity. А у пита людей очень хорошее пищеварение, как закон. And if the person is with kapha, the person will have very slow digestion, less appetite. У капха людей будет очень медленное пищеварение и будет маленький аппетит. This is why when the people who are little bit heavy with the body, they need not be eating so much. They will tell you, oh, I don't eat so much. I eat very less, but I am getting weight. This is because of the influence of kapha. Например, если увидите человека, у которого повышенный вес, он скажет, я даже не кушаю настолько много, но просто у него эти килограммы набираются, и это из-за того, что у него присущна капха. Okay, so now you have some idea. Сейчас у нас есть уже Because какая-то it is not идея, a single topic понимание. which can be easily taught. Очень трудно в такое короткое время много рассказать, потому что рассказать много, но хотя бы у нас есть идея, да, как они делятся, эта типология, и как мы можем друг друга познать. Okay, we work not only with this concept of doshas. There are many other things we consider. Those are 5 elements: water, air, fire, and free space. Мне кажется, я записала. I think I found. Значит, Не сказать. Вода, земля, огонь, ветер, пространство. Пространство, вот я не знала. Yes. Okay, these are 5 elements in the whole universe, we say. Это все 5 элементов, которые находятся в нашем пространстве, да? Правильно? Everything is made up of their combination. И все состоит из разных комбинаций. And other concept is dhatus, that is the body tissues. We have blood. Есть еще другой концепт, который говорит, что мы имеем кровь, Lymph,
Лимфы у нас есть, muscles, мускулы, fat, жир, bone, кости, bone marrow, which is inside the bone. Костный Мозг, мозг. да, костный мозг. Then it is shukra, that is semen in case of male, and the reproductive eggs in the female. У женщин это яичники, да, а у мужчин это есть Сперма. сперма. This is considered to be the seventh one. This is sperma or this egg. This is considered to be the essence of all the other dhatus. Для, значит, яичники и сперма это самые главные факторы для дальнейших этих факторов. Okay, because when there is a new life originating, Потому что it когда should мы have all the dhatus. So this is the small particles from all the dhatus combined together to form the seventh one. Когда мы говорим о новой жизни, тогда маленький человек, он рождается через эти семьи, ну, сперму и через женственные яичники, да. И в зависимости от того, какое качество у одного и другого, эта маленькая жизнь соберет новый комплекс из всего на свое дальнейшее будущее. Okay. Now I will tell you another things. There are food which can increase, which can make increase of dhatus and reduce the dhatus. If you eat something very sweet, that will increase the heavy things in the body. Сейчас мы поговорим о пище, какая пища помогает поднять эту статус, эту энергию, которая снизит. Если мы будем кушать сладкое, тогда мы повышаем то, что в организме делает нас тяжелыми. If you eat cold, that cold can increase vata and kapha. Все, что холодное, это может повысить вату и капху. You want to ask something? Ты хотел что-то спросить? Чего? No. Сейчас Я про сахар думаю. он про сахар. Okay. Okay. Sweet things are including Мед. Honey will reduce the heaviness in the body because when you eat, honey is sweet. After digestion, it is bitter in action. When its action comes, it is bitter. С медом не сделает вас тяжелее, потому что когда мы кушаем мед, он во время принимания пищи он сладкий, но после переработки он становится горький. It makes rukshana. Rukshana means drying. И это делает сухое. When you have a pimple, Когда у нас pimple? прыщик, take one drop of honey and put it on that. Ничего себе. This will shrink. как You can do it for a few days, like 2-3 days. It will go down. Если у вас прыщик, тогда вы можете взять одну маленькую капельку меда и поставить на этот прыщик в течение нескольких дней. И он исчезнет, потому что он станет сухим и упадет. If there is some infection also, then you can put little bit kurkuma, mix it and apply it here. So infection also will go. Если у вас есть какая-то инфекция, тогда тоже можно взять и поставить на это инфекционное место, и оно тоже исчезнет. Мед и турмерик, да? Kurkuma together with honey. Я? Mix it. Это вместе, да? Мед с куркумой надо тогда сделать микс и поставить на это место. Okay. When you eat something very rough, dry, Когда your мы, body also will become dry. когда мы кушаем что-то очень сухое, тогда и наше тело станет сухим. If you drink alcohol, that increases vata in the body. Алкоголь поднимает вату. Initial small quantities that will activate the vata, you will feel more active. That is fine. And next stage, if you drink more,
that will increase too much vata. So now this is more than your body needs. So what will happen is you will feel tired, weak, restless, and you will lose strength. Потому что алкоголь, когда мы немножко его выпьем, он дает нам энергию, мы чувствуем себя хорошо. Но поднимается вата, да, мы получаем энергию, чувствуем себя хорошо. Но чем больше мы пьем, тем больше эта вата поднимается, и мы потом ощущаем себя очень усталым, потому что чересчур много было использовано энергии. Поэтому пьющие люди все худые в основном. That's why all drinking people are mostly all drinking people are thin. Они тощие все. Need not be. When people are eating too much along with the drinks, Видишь, кто-то, кто кушает много во время питья, то digestion is improper. So what will happen? There is только пьют, но не едят. Он сейчас рассказывает как раз об этом, что это не всегда, что пьющие, I'm translating what you are telling, что пьющие не всегда они худые, потому что это между собой связано. Когда человек употребляет алкоголь, это связано с пищеварением, и тогда хочется кушать, так что если человек и пьет, и кушает, он станет... It will start absorbing before proper digestion. So that's why this fat will increase in the body. И тогда получается, что человек станет как раз чересчур толстым. Ты хотела что-то спросить? Алкоголь вместе со специями, там кардамон, что-то еще, то есть много-много всяких спайсов. Как это как настолько, специальный как бы. Лечебный алкоголь, короче. Лечебный алкоголь. Настойка, Ты его будешь пить, как бы, для чтобы ты... Водка с клюквой, короче. Нет, это может быть кардамон. Да, перец и так далее. В общем, водка с трифолой. Alcohol На together ночь. with or something else. Then it's anyway related to this, the reaction will be the same. The thing is, it depends on the condition and type of person. Это все зависит. Давайте слушать все, да? Это связано с тем, какая у человека конституция. If the person is having more problems with kapha and they are drinking little bit alcohol with some spices, then maybe this can reduce the kapha. But I cannot predict it. This should be depending on the situation. Если у человека повышенная капка, и он понемножку будет, вот этот твой настойчик, да, специальный пить, тогда у него, может быть, и немножко унизится вес, но это очень связано с этой конкретной ситуацией. But for sure, if a person is having problems with either pitta or vata, then this alcohol is not going to help the situation. It will worsen the situation. Если человек по конституции больше питта и вата, тогда ни в коем случае вот этот напиток специально не поможет, он только ухудшит ситуацию. When some person is consuming some poison, если человек употребляет яд, and he brought to the hospital, и его отвезли в больницу, it will be very difficult to survive if he took this poison with alcohol. И его будет почти что невозможно вернуть в жизнь, если он употреблял алкоголь. It increases the level of absorption. Потому что повышается уровень абсорбации. На русском, правильно? We also have some medicines which is known as arishtas, asava. We also have some medicines which contains alcohol, alcoholic preparations. И есть тоже у них лекарства, которые, у которых в составе есть алкоголь. Okay, so quantity is the matter in case of taking anything, because we say
if you eat properly, in proper quantity, even poison can act as medicine. Значит, все в зависимости от того, как много мы употребляем. Если мы будем правильно питаться, ну, как, не слишком много переесться и не слишком, ну да, не слишком много, даже яд может быть лекарством. Да. And if you take some food, which is the most healthy food, but in improper quantity and improper method, then it can act as a poison. А если мы будем чересчур много использовать, ну, кушать какие-то продукты, слишком много и в слишком большом количестве, это как раз может повлиять как яд. So in general, when we are eating, we should consider 4 portions of our stomach. Когда мы кушаем, мы должны представить, что у нас есть 4 порции для нашего желудка. 2 portions should be with solid food. 2 порции должны быть, what do you mean by solid food? It can be rice, it can be vegetables, it can be some other things, fruits, Хорошая whatever, пища which is должна быть. solid. Хорошая пища, но это, например, или рис, или овощи, или фрукты. Хорошая пища, да? 2 порции. Это 2 порции или 2 части из того, что кушаем, вот солидная, да, пища. Now, 1 portion should be with liquid things. Одна должна быть связана с It can be juice, water, anything. Или с водой, или с соком, или ну все, что жидкость. Да. But it should not be a coffee. Но это не должно быть кофе и не чай. Because when you take coffee or tea along with the food, that has a property. When you drink a coffee, you get instantly fresh. Yes. This is happening because this caffeine is going to the stomach, but it does not get digested. Before digestion, it gets absorbed. It reaches all parts of body. Then it gets digested in the cells, cellular level, and it generates energy. So you have this instant energy. Then you don't need this energy from the food. Yes. So food will be improperly digested. Понятно. Значит, когда мы пьем кофе, что получается? Вместе вот с пищей, да, получается так, что кофе, во-первых, входит в наш желудок, через желудок он входит в кровь, идет в весь организм, и мы получаем как бы энергию. И это означает, что мы чувствуем, как бы себе хорошо, у нас есть энергия, но вся пища, которую мы воспринимаем, она не будет перерабатываться уже так хорошо, потому что организм уже думает, что у него хватает энергии от этого кофе. И все идет в жир. И потому вот вся эта остальная пища не будет перевариваться. Да, пищеварение не работает. А вопрос такой, если мне кофе с бутербродом, но просто чистый кофе, без еды. So there is one very interesting question. What if you drink just coffee without food? What happens then? It makes a sudden increase of vata. Это in the body. повышает А мне надо. You feel fresh, you feel active. Чувствуешь себя активно, хорошо. After some time you feel little bit Но down. потом ты будешь чувствовать себя немножко усталой. Можно вопрос? Я когда учился на повара, нас учили еще правильному питанию, да, вот, допустим, если человек поел, да, плотно, и он потом сразу выпил чая, ну, любой жидкости, и как бы, ну, жидкость разбавляет еду, это, ну, считается, что это очень вредно, то есть должно пройти какое-то время, ну, это по традиционной. He was asking if we are eating, are we allowed also to drink something together with this food? Because it should, is it allowed, is it good, or should we drink only after some time? No, you can eat along with the food, no problem. If you feel like drinking a bit, this is why I told 2 parts should be solid food and 1 part can be with liquid food. And the 4th part, 1 part, it should be free. You should not fill the stomach completely. Отвечая на твой вопрос, можно
вместе с пищей принимать тоже воду или какую-то другую жидкость, да, кроме вот кофе и чая. Потому он и сказал, когда у нас на тарелке находится пища, если мы ее делим на 4 части, где у нас хорошая пища, одна связана с жидкостью, а 4 должна остаться пустой. Вот Так что можно. Это пространство на тарелке, которое не заложено едой. We are joking that that's a place which is empty from the food. That's the forced part. Какая-то мисс Роберт, как ты? Aya is a coffee-dependent person, and she is asking when we can drink coffee. Or it's not good to drink coffee at all. For this, I cannot say an answer which is general, because for some people coffee can be fine, for some people it cannot be, for some people one coffee can be fine. So на вопрос general answer is not possible. Нельзя ответить абсолютно вот такая. Это должна смотреть у каждого человека своей воли. Ну, своя необходимость. Есть люди, которым необходимо кофе. Будет человек, у которого может быть одна тарелка кофе, как раз то, что нужно, а другому это очень не нужно. А кому-то 5 нужно. Joking that some people need 5 coffees a day. But in case of food, Когда мы говорим о пище, one important thing is eat only when you are really hungry. То, что важно, девочки, давайте потом. Когда мы кушаем, тогда кушаем только один, one product at a time, yeah? So, yeah? Eat when you are really hungry. Sorry, yes. Кушайте только тогда, когда вы действительно хотите кушать, да, когда вы чувствуете голод. And give time for proper digestion of this food. Again, next food should be when you are feeling really hungry again. И дайте время вашему желудку, чтобы он мог обработать эту пищу, которую вы только что скушали. Это значит, что следующее питание будет только тогда, когда вы опять чувствуете голодным. This is why I am telling no food in between, no snacks in between. Потому доктор говорит, что не надо никаких сладостей, ничего кушать между вот этими кушаниями. What will happen is it will create improper digestion. Если будем кушать между вот этими временами, тогда будет неправильное пищеварение. And if there is half digested food and you are putting more food on this, so then there will be improper digestion of the first food and the second food also. Если мы не дождемся вот правильного времени, когда кушать, тогда получится, что и первый до конца не переработался, и этот следующий тоже не будет перерабатываться так, как это должно перерабатываться. And another thing is, you should know what you are eating. You should not go for too much sweet things. Мы должны, второе значит, первое, как правильно, да, второе, especially white sugar, white bread. Что мы должны знать, что мы кушаем. Нельзя кушать слишком много сладкого, белого хлеба, Too much сахара, тоже мясо. And combinations like fruits and milk together. This is not И good combination. плохая комбинация фрукты и молоко. Milk. Fruit lassi is not good. Fruitless is not good. Видите, как это тоже не очень хорошо. Зеленый чай. And he was asking for the green tea. Green tea is fine. Повышает давление, потому что в зеленом чае больше кофеина, чем в кофе. Is it true that the green tea increases blood pressure, keeping in mind that in green tea the caffeine is higher than in a coffee? Green tea should be a little bit carefully taken. It should not be too much.
Зеленый чай надо очень осторожно воспринимать, потому что это не так просто с ним. Green tea you can take in one time or something. Зеленый That чай too, не больше, not one чем big чай. pot of green tea. И не так, что одну большую-большую кружку. Только один раз в день и не очень большую кружку. Tea is not something which is very much needed for the body. Coffee also. It's not so much important thing for the body. Ни кофе, ни чай это не то, что очень нужно для нашего тела. What is important is water. То, что нужно телу, это вода. Water will help to clean the body, water will help to increase the circulations of body, it will help the body to remove the water retentions. Вода поможет из организма спустить все ненужное, будет чистить его, тоже снимать It cools down the body. Это тоже течность снимать и будет снижать температуру. Atvēsināt, да? It cools down your mind. И так, если снижает температуру в теле, тогда тоже успокаивает нашу голову, наше эмоциональное состояние. You get good sleep from this. Тогда будем хорошо спать. Да, правильно. Что? Она говорит, как хорошо спать не будет, будет бегать в туалет 30 минут. When she's drinking the water, she won't get sleep, so she will go to toilet all the time. Okay, I will tell you one thing. You should not drink too much after 7 o'clock in the evening. Не надо после 7 часов вечера слишком много пить This воду. drinking should be during the day. Это надо делать в течение дня. And then before you sleep you will be going to toilet many times, but after sleep it will not be disturbing you in this case. И в таком случае ты не будешь просыпаться от того, что хочешь идти в туалет. Ты все выписываешь. Ну, все выйдет из организма до того времени, как ты идешь спать. И спать уже сможешь нормально. If you drink within 2 hours of sleep, if you drink now and you sleep within 2 hours, then this can be a problem. Still this process will happen slowly, little bit. Если будешь 2 часа до того пить еще воду, до того времени, как идешь спать, тогда это будет проблема, потому что процессы продолжаются еще в течение сна. And another thing is, you should be careful that you are going to toilet regularly. Надо быть осторожным, если вы идете часто в туалет. So these are the main things you should take care. One is your food, digestive capacity, your fire should be proper, then you should drink enough quantity of water, you should be aware or you should be conscious that you are going to toilet regularly. И, значит, мы должны как бы две вещи для нас очень важны. Первое, что мы кушаем, когда мы кушаем, чтобы правильно работало наше пищеварение. А второе, то, что мы пьем, чтобы это была хорошая вода и чтобы мы ходили в туалет так часто, как нам нужно, но не слишком часто, да, чтобы нас чистила вода, но мы не слишком поздно ходили в туалет или ночью. And another thing is you should sleep early. Надо идти спать вовремя. Рано, он сказал. Ну, я бы сказала вовремя. Мы вчера 8 часов пошли спать. On a proper time. You should maintain a regular time for this. You should sleep regularly in the same time. Надо, чтобы было регулярно идти в одно и то же время спать. You should wake up regularly in the same time. И надо вставать тоже регулярно в одно и то же время. Try to eat in a regular time. И надо принимать пищу в одно и то же время. So what will happen is your body will have a rhythm, regularity. И тогда ваше тело привыкнет к тому, что у вас есть регулярный цикл. This will make the proper physic. It will make the proper balance of body. Тогда ваше тело будет играть гармоническую музыку и будет работать гармонично. When your
problem of constipation will go away. Тогда у вас в теле не будет больше проблем с пищеварением. Stress level will reduce. Значит, это ну да, то же самое, стресс снизится, да? Возбуждение ваше. You will get better sleep. Better sleep. Вы будете лучше спать. Proper digestion will happen. У вас будет хорошо пищеварение работать. You will have better health. У вас будет лучше здоровье. And then you should do sometimes a cleaning of body. И тогда вы должны делать регулярно чистку тела. Even though we are doing all these things in the right way, there can be many things which is entering the body through food or Даже когда мы все делаем правильно, через пищу мы можем получить вещи, которые не нужны нашему организму. that gets sedimented in the intestines or in different parts of body, in some internal organs. It can be liver, it can be pancreas, И из-за этого у нас эти плохие вещи, они могут собраться в нашем теле, например, как камни, или в печке проблемы появляются, или в почках, да. So what we have to do is we should do this cleansing process sometimes, once in a year or something. Once in a year. This will help to clean the body, all the internal organs, everything. И потому нам надо делать очищение раз в году, чтобы очистить наш организм. Which will help help the body to bring all the doshas in balance. Это поможет нам в нашем теле получить баланс для наших дош. Which will help you to stay young for a longer time. Очень хорошая новость. Это поможет точно нам стать дольше молодыми. Okay. So, do you have some questions to ask me? Yeah, I actually have a question. When we will be home, do we have to do cleaning with trickle, for instance, time after time? It's good. Once in 2 months you can do this. Я спросила вопрос, который Ая задала мысленно. Когда мы будем дома, нужно ли делать чистку с помощью трифолы? И доктор ответил, да, что это хорошо, можно делать такую чистку с трифолой раз в 2 месяца. Нет, раз в 2 месяца. Один раз, что ли? Один день? Then this trifle we have to drink like 1 day during the period of 2 months, yeah? Или месяц пропивать? Not 1 month, but just 1 day. One day. One day we are drinking. But it is a general thing. But for some people, it is every day. For first 1 month or 2 months. This I will tell when we will do the final consultation. Okay. Это опять же очень индивидуально, и когда мы будем заканчивать, мы каждый будем иметь консультацию с доктором. Он скажет, как для каждого нужно. Но потому что есть люди, у которых надо трифолу принимать в течение 2 месяцев каждый день. Да, это частность, да? Это ваты? Это капли. Подожди, это ваты? Если у ваты проблемы с хождением в туалет, может ли вата постоянно принимать трифолу? The question is about this vata energy. If person has a vata and he is not going to toilet very often and regularly, then he has to take this tricola more or regularly, like 2 months every day. Yes. Yeah. This is more for vata people, yeah. Yeah. Vata people and sometimes for kapha people also. Да, это больше связано с каптами и с ватами. И можно, да? И на твой вопрос, да, тогда вот 2 месяца с каждой темой. For pitta people, usually I'm giving some different medicine that will help with the movement. At the same time, it will reduce pitta. Для людей, у которых повышенная пита, он всегда дает другие лекарства, которые снижают питу и тоже помогают в переработке.
Можно спросить, а вот эти люди, которые, что же бедным им делать, которые работают в ночные смены, сутками через трое, у них, естественно, нарушен совершенно образ жизни в связи с этой работой. Не работать. Не работать, да, единственный вариант. Или как-то можно будет... What to do if person is working like 2 day and nights in a row, like 2 days and a night, like policemen or Как помочь somebody else. себе? How can they help them? If they do not have like regular sleep at night and working at day, but like working. This is a very difficult situation. If in such case, always the vata is getting aggravated. Когда вата очень поднимается, в таких Irregularity is ситуациях. more. Then we can do something to bring the vata down with some medicines. But again, this cause is happening. So either we have to find a solution with the job. If person is having some real problems, health problems, or else we should try to balance it with yoga, meditation, pranayamas, medicines together. But again, when Ты Нет, понял? это я вот очень-то для Вики спросила, у него начали. Victor is working like unregular, like 2 days and nights, working. thing is, Он, значит, ответил на этот вопрос так, что тогда очень трудно вообще, потому что вата, она поднимается по-любому. Один вариант. Принимать такие лекарства, которые снижают вату. Или второй вариант, искать такую работу, которая все-таки помогает регулярно все делать. И если это связано с твоим здоровьем, что плохое здоровье, тогда может, надо думать о другой работе. Он еще сказал, пранаяма и медитация. Ну да, если ты ничего не меняешь, тогда еще надо или с йогой, или с пранаямой. Можно вот на Вите рассказать, что он пытается сделать, как это выглядит лечение, что последовательность, вот скажем, сложный вариант, да, вот как он, какие планы, вот что он может помочь, как Аюрведа может помочь, что сделать, да, то есть рассказать лечение, да, вот рассказать лечение на уровне Вити, да. The biggest part of the group already knows how the Ayurveda is working, but Victor, he is a newcomer